I appreciate very much the opportunity to be the first time in my life in Moscow. У меня очень ценна возможность первый раз в жизни быть в Москве. I was wondering, how do the people look in Moscow? Мне всегда было интересно, как люди в Москве выглядят. But you don't look so bad. Ну, не так уж и плохо. You look very friendly. Такие доброжелательные. Some of you are here because you seek happiness. Некоторые из вас здесь, потому что вы ищете счастье. Some of you are here because you seek empowerment. Некоторые из вас здесь, потому что вы ищете придание силы. And some of you are here because you seek answers to existential questions. А некоторые из вас здесь, потому что вы ищете ответы на такие экзистенциальные вопросы. For example, what is the purpose of my life? Например, какая цель моей жизни? Who am I? Кто я? What is God? Что такое Бог? And others are here just maybe for curiosity reasons. А остальные могут, может быть, здесь просто из любопытства. So, may I ask you to raise your hand if you belong to the group of happiness seekers? Пожалуйста, поднимите руку, если вы принадлежите к группе тех, кто ищет счастье. Don't be shy. Не стесняйтесь. Nothing wrong with happiness. Ничего такого нет в счастье. Спасибо. May I ask you to raise your hand if you belong to the group of empowerment seekers? Пожалуйста, поднимите руку, если вы принадлежите к группе тех, кто ищет придание сил. Okay, спасибо. And may I ask you to raise your hand if you belong to the group of the people who look for existential answers? И, пожалуйста, поднимите руку, если вы ищете ответы на экзистенциальные вопросы. Okay, and who did not raise the hand? А кто еще не поднимал руку ни разу? Okay, why are you here? Почему вы здесь? If you don't belong to any of the groups, why are you here? Если вы не принадлежите к этим группам, то почему вы здесь? Вас почувствовать. To feel you. Okay. Curiosity. For what purpose? Для какой цели? Ну, у вас 7 стран компания появилась. Тоже хочется, чтобы моя компания. Your company is in 7 countries, and I want my company to also be in 7 countries. Ну и близко по So this is close in the way. Okay. So and in relation to that, what is it you have as a vision? И в отношении этого, что у тебя есть как видение? Ну, соединение, объединение идей, видение, методик, синтез. The connection of visions and ideas and methods. Okay. And are you here because maybe I can help you if you feel good about me? И вы здесь потому, что, может быть, я смогу вам помочь, если я вам понравлюсь. Is that the reason why you're here? Ну, если мы друг друга понравимся. If we like each other. Okay. And who also raised their hand when I asked why are you here? Еще кто еще поднимал руку в последний раз? Would you like to share? Хотели бы поделиться? Why are you here? Я просто увидел объявление на сайте, и меня что-то почему-то привлекло, просто я даже как бы особо я не читал, о чем это, для меня слишком длинный текст. I just saw it on the website. I didn't really read it, it's too long, but it just attracted me. Okay. Something in you wants to be here, otherwise you wouldn't be here. То есть что-то вас хочет быть здесь, иначе вы не были здесь. Yeah. So what resonated in you when you looked at the website? То есть что именно в вас отозвалось, когда вы посмотрели нас? А ваша фотография? Спасибо. Okay. Anything else? Что-нибудь еще? Ну, мне интересно, я один раз участвовал в такого, ну, типа тоже мастер-класс по коучингу. So once I participated in this kind of master-class on coaching. И мне как бы понравилась та роль, которую я, собственно, у меня была, потому что нужно слушать, там какие-то вопросы задавать. And I liked the role that I had there, so I had to listen and ask questions. То есть и я просто как-то вот вновь мне вот
встретилось, что-то какой-то мастер-класс, и на эту, ну, грубо говоря, на эту же тему. So I saw something again, the subject of the master-class. Ну и как-то мне захотелось, может быть, расширить свой вот опыт вот этого, или какого-то, может сказать, понимания, или картинки по поводу этого. Что это такое вообще? Okay, спасибо. I'm gonna make this evening about you. И этот вечер мы проведем о вас. It's not about me. Это не о мне. You have given your time to come here tonight, Вы посвятили свое время тому, чтобы прийти сюда сегодня. and I'm here because of you. И я здесь для вас. So we touch on all the 3 points on happiness, on empowerment, and existential answers. И поэтому мы покроем все 3 вопроса о счастье, о силе и о экзистенциальных ответах на вопросы. And I hope in the limited time frame that you take away a great inspiration and value from tonight. И я надеюсь, что в то ограниченное время, которое у вас есть, вы возьмете себе огромное вдохновение и какую-то ценность. For this, I need your participation. И для этого мне нужно ваше участие. And I would like to ask you to start with just connecting in yourself what is the reason you came tonight. И я хочу начать с того, чтобы вы соединились и посмотрели для себя, по какой причине вы пришли сегодня. You don't need to answer, just ask yourself to connect with that. What brought you here? И вам не нужно отвечать вслух, просто соединитесь для себя, что привело вас сюда. Just give me a moment. Я дам вам минуту. And if you could take away from tonight that what brought you here, И если бы из сегодняшнего вечера вы могли с собой унести то, именно то, зачем вы пришли, how would that impact your life? каким образом это повлияло бы на вашу жизнь? The way we interact in creative consciousness is a lot of asking good questions. В созидательном сознании то, как мы общаемся, это мы много задаем хорошие вопросы. When you switch on TV, then you get answers. Когда вы включаете телевизор, вы получаете ответы. It puts you into a passive state of receptivity. Он вас приводит в такое пассивное состояние, вы просто принимаете. This does not really work with regard to becoming happy, empowered, and clear with regard to existential answers. И это не очень-то и работает в отношении того, чтобы стать действительно счастливым, или обрести силу, или получить экзистенциальный ответ. If you want those fruits, you need to be actively engaged. Если вы хотите этого, то вам нужно быть активно вовлеченным. The first theme I want to touch on is the theme of consciousness. Первое, что я хочу покрыть, это тема сознания. We call it a new state, a new power. Мы называем это новое состояние, новая сила. Human empowerment was focusing the last 20-30 years predominantly on empowering the mind. Придание сил людям в последние 20-30 лет в основном фокусировалось на том, чтобы увеличить силу мозга. It was called personal power. Это называлось личная сила. And there were great things. И были прекрасные вещи изобретены. However, it is limited. Но она ограничена. You can only work that long, Вы можете работать только определенно долго, that fast, ограниченно быстро, that hard, ограниченно усердно and that smart. и ограниченно умно. There is a limit. То есть есть ограничения. And people recognize that. И люди видят это. Then they shifted into the focus of the law of attraction. Но после этого переместился фокус на закон притяжения. If you heard of the book or the movie The Secret, Вы слышали и читали о фильме или книге «Секрет»? who has heard of it? Кто-то слышал? Many of them. All right.
секрет. Да. So the question is, how does it work? И вопрос, как же это работает? You do your 5 minutes visualization in the morning, Вы визуализируете 5 минут с утра, a couple of other things. ну еще кое-что. Have you got your Ferrari? У вас уже есть Феррари? Have you got your whatever it is? Есть у вас Your soulmate. вашего идеального партнера? I do like the secret very much. I'm just making it a little bit light and fun. Я люблю секрет, но я просто немного пытаюсь вас развлечь. Because in the work I do all over the world, many people come to me and say, I understand everything in the book. Потому что в той работе, которую я делаю, очень-очень много людей по всему миру приходят ко мне и говорят, я понимаю все, что написано в книге, понимаю, I just don't know why it doesn't work for me. но не понимаю, почему для меня это не работает. Or not all the time. Или не всегда. Or not on the really big stuff. Или не для каких-то действительно больших вещей. I get Потому maybe что up. надо не только думать, а еще задницу отрывать от стула и что-то делать. Because you don't only need to think, but to move your ass up from your chair and go do something. Absolutely. And I believe people are doing that and still not really getting what they really would like to have. Действительно. И некоторые люди действительно это делают и все равно не получают того, что они бы действительно хотели получить. Then they try other things, После этого они пытаются какие-то еще способы применить. like Значит, power. наверное, не верят до конца в то, что делают. Maybe they don't completely believe in the thing that they are doing. Yes, Уверенности. Like no assurance. yes. Then what do you do? И тогда что делать? Their self-confidence or believing in oneself is one of the reasons. Это уверенность или вера в себя – это одна из причин. In the Bible it says, if you believe just enough of a grain of sand, you could move mountains. As much as a grain of sand, you could move mountains. В Библии говорит, что если вы верите хотя бы на песчинку, то вы сможете сдвинуть горы. I'm not an expert, but I know that the quote is something like that. Я не эксперт, но цитата примерно такая. They talk about faith. Они говорят о вере. But how can you have faith in yourself Но как вы можете обрести веру в себя, if you're not 100% sure who you are, если вы не на 100% уверены, кто вы есть, how you function, как вы функционируете? and the negative self-talk of the ego, И вот это негативные разговоры вашего эго, and lack of integrity. и недостаток целостности. You say one thing, you do another thing, and you think even another thing. Вы говорите одно, делаете другое, а думаете еще что-то третье. Your energies go in 3 different directions. Ваша энергия идет в 3 направлениях. Thinking A, speaking B, doing C. То есть думаем А, говорим Б, делаем вообще С. How can you believe in yourself if you are acting like this? Как вы можете поверить в себя, если вы таким образом действуете? So integrity plays a big role in our work. И целостность, также верность своему слову, она играет очень большую роль в нашей работе. And you need to know the ego fully in order to know what it is and who you are in order to start believing in the right thing in you, not in the ego, but in yourself. И вам нужно познать свое эго целиком и полностью, увидеть, что это такое, для того, чтобы вы могли поверить в то, что действительно правда в вас. So we had mind power, mind empowerment, И у нас было как бы придание сил на уровне ума, law of attraction, закон притяжения. and then I mentioned that things like power drugs, И также есть такие наркотики, придающие сил, voodoo, вуду, invocations, какие-то вызовы магические, fireworks, фейерверки, all kind of things. все что угодно. So human beings do seek empowerment, that's clear. То есть люди действительно ищут силы, это ясно. They do have a sense that there is something that they don't have that would make life much more easier and more happy.
И у них есть такое ощущение, что есть это что-то, чего у них пока что нет, что могло бы сделать жизнь гораздо проще и более счастливой. And I'm sure that almost everybody here in the room, if not everybody, has read self-help and self-improvement books. И я практически уверен, что практически все, если не целиком все в этой комнате, читали какие-то книги по самопомощи или самоулучшению. Or business empowerment books. Или книги по бизнесу. So, just I'm asking you, have you ever wondered why you do know things, you understand things, but you don't seem able to act on the knowledge and act like what you understood? Вы когда-нибудь спрашивали себя, почему вы знаете все эти вещи, понимаете все эти вещи, но не можете действовать в соответствии с этим, что не приходит это в вашу жизнь? So, very simple, to the point, knowledge does not necessarily empower. И очень простой маленький ответ. Знания, они не обязательно придают силу. That's important to look at. Очень важно на это посмотреть. Because we are all conditioned to always look for the next better answer. Потому что мы все привыкли искать какого-то следующего, нового, гораздо более хорошего ответа. We go from shop to shop to shop. Мы идем как бы из одного магазина в другой, в следующий. But I say, wait a minute, why don't you just ask yourself, you already know so much. Но подождите, почему бы вам не спросить сначала себя? Вы уже знаете так много. Maybe it's not about not having the right answers. Может быть, дело не в том, что у вас нет правильных ответов. Maybe answers do not empower. Может быть, ответы не придают сил. Have you ever considered that? Вы когда-нибудь рассматривали такую возможность? It's a good thing to start asking yourself and exploring. Это очень хорошо задать себе такой вопрос и начать исследовать эту тему. Because once you see it for yourself that answers do not give you power, Потому что когда вы увидите это для себя, что ответы не дают вам силы, you consequently ask the question, what would give me power? вы, следовательно, задаете вопрос, что же даст мне силу? And this journey brought me to the discovery of what I call the power of the word, the power of consciousness. И это путешествие, оно привело меня к тому, что я называю сила слова и сила сознания. I was looking for something beyond positive thinking, beyond mind control. И я искал что-то за границами позитивного мышления или какого-то контроля ума. Beyond needing to believe in myself and the law of attraction. За пределами того, что мне нужно верить в себя, и за пределами закона притяжения. And certainly beyond all kind of tricks and drugs. И определенно за пределами каких-то магических трюков и наркотиков. And I found something. И я нашел кое-что. And today we can use the word consciousness. И сегодня мы можем использовать слово «сознание». And I just want to share with you how we see consciousness so that we have common ground in understanding that. И я просто хочу поделиться с вами, как мы видим сознание, чтобы у нас как бы была общая база и понимание. When we use the word consciousness, we do not mean your state of being conscious, like you are conscious right now, sitting in this room, listening to what I'm saying. Когда мы говорим «сознание», мы не имеем в виду, что вы сейчас находитесь в сознании и как бы осознаете все, что сейчас происходит, сидите в этой комнате. So your state at the moment we call awareness. То состояние, в котором вы сейчас находитесь, мы называем осознанность. Consciousness Сознание is, you can compare it with a cloud. Сознание вы можете сравнить как бы с таким облаком, A space of power пространством силы, that does not belong a single person, которое не принадлежит какому-то конкретному человеку. doesn't belong to a group or an organization. Оно не принадлежит ни группе, ни организации. So we can learn to connect to that cloud.
И мы можем научиться соединяться с этим облаком, to establish a connection, устанавливать эту связь, like logging in. как бы залогиниваться. The moment you are connected to consciousness, В тот момент, когда вы соединены с сознанием, you are able to have access to the powers of consciousness. вы можете иметь доступ к силе сознания. And every human being is potentially entitled to connect to something greater. И каждый человек потенциально имеет право подсоединиться к чему-то большему. In consciousness, we all are connected. В сознании мы все соединены. We can also call it the whole. Мы также можем назвать это целое. Sometimes by accident we connect. Иногда случайно мы подключаемся. These are the moments when in your experience suddenly everything goes into flow. И это такие моменты, когда в вашем опыте все вдруг начинает быть в потоке. There's no effort anymore. Нет больше усилий. You may be great in action, Вы, может быть, в действии очень активны, but there is no pushing, no effort, no need. но нету никакого такого усилия, никакой нужды, никаких излишних действий. Your experience in that moment of life is an experience of expansion. Ваш опыт в этот момент в жизни – это такой опыт расширения. Your breathing naturally becomes deep and natural. Ваше дыхание просто естественным образом становится глубоким. And you just have the feeling, this is it. И у вас есть такое ощущение, что вот это оно. Have you ever had an experience like that? У вас когда-нибудь был такой опыт? I think everybody. Наверное, у всех. I call it a postcard from God, Я называю это открытка от Бога. so that you don't forget that there's something greater, Чтобы вы не забывали, что есть что-то большее. that keeps you motivated, Чтобы вы все еще были мотивированы. that life can be something entirely different from what our daily normal routine is. Что жизнь может быть чем-то абсолютно другим от того, что есть наш повседневный рутинный опыт. Creative consciousness is a curriculum that is designed to awaken the power to connect to consciousness. Курсы созидательного сознания – это такой набор курсов, которые разработаны для того, чтобы пробудить силу сознания. Once you're connected to the greater, you feel greater. Когда вы подсоединены к чему-то большему, вы чувствуете себя больше, You act greater. вы совершаете более великие действия, You think greater. более великие мысли. Everything is now in the light of the whole. И все сейчас становится в свете целого. It's peaceful, Все мирно, it's powerful, есть сила, it's beautiful. есть красота. And all your problems will be handled by consciousness. И все ваши проблемы, с ними разберется сознание. The last person that should handle your problems is you. Последний человек, которому нужно разбираться с вашими проблемами, это вы. You're not an expert. Вы не эксперт. Consciousness, if that handles your problems, you see it's no problem anymore. И когда сознание разбирается с вашими проблемами, вы увидите, что это больше и не проблема. I don't know if you're able to resonate with what I'm saying. Я не знаю, можете ли вы как бы соединиться и понять то, что я сейчас говорю. Let me break it down a little bit what the powers of consciousness could have available for you. И я сейчас немножечко расскажу, что именно могут вам дать силы сознания. The first power is the power to transform the experience of reality. И первая сила – это сила трансформировать опыт реальности. So to transform your experience of reality. То есть трансформировать ваш опыт реальности, то, как вы испытываете и ощущаете реальность. See, the moment a human being has a negative experience, Понимаете, в тот момент, когда у человека есть негативный опыт, we go into reaction, don't we?
у нас сразу начинается реакция, не так ли? We look for what is causing me to feel bad or feel frustrated or whatever that is. Мы сразу начинаем искать, что же стало причиной того, что я чувствую себя плохо или в депрессии, или что бы это ни могло быть. Then we think we have found the reason, И после этого мы думаем, что мы нашли причину, which is usually external, которая, как правило, внешняя. like it's the wrong company Например, я в неправильной компании работаю, or the wrong boss или неправильный начальник, or the wrong city, или неправильный город, even the wrong country, даже неправильная страна, the wrong spouse, неправильный супруг, the wrong diet. неправильный режим питания. Something is wrong, Что-то не так. definitely. Абсолютно. And then we go into action. И после этого мы начинаем действовать. We make changes or we quit. Мы либо что-то изменяем, либо мы уходим из этого, Then we have a new partner, и потом у нас новый партнер. hoping that this time everything will be better. Надеясь, что в этот раз будет все намного лучше. Funny that in the beginning it's always good because honeymoon. Ну, забавно, что вначале это всегда хорошо, потому что такой медовый месяц. But that doesn't last, does it? Но это не очень-то и длится, не так ли? Then after a while it turns out, ooh, this one is even worse than the other one. Потом через некоторое время оказывается, ой, этот еще хуже, чем прошлый. This boss is even worse than the other boss. Этот начальник еще хуже, чем прошлый. The company, etc., etc., etc. И компании, и так далее, и так далее, и так далее. We human beings are busy changing outside things in order to avoid negative experiences. И люди очень заняты тем, чтобы менять внешние вещи, чтобы избежать какого-то негативного опыта. We are ignorant to the possibility that the experience of reality is determined from within, not from without. И мы игнорируем такую возможность, что то, как мы испытываем реальность, оно определяется тем, что у нас внутри, а не тем, что окружает нас. Take a look. Let's say you go into a bar Посмотрите, давайте представим. Вы идете в бар, and you see the people, you talk to the people, and you don't like the people. вы видите людей, вы с ними разговариваете, и они вам не нравятся. So your experience of reality is, this bar is crap. И то есть ваш опыт реальности, ой, этот бар ужасный. Then you have a couple of vodkas, Потом пару стаканов водки выпиваете, and half an hour later, these people are actually very nice to be with. и через полчаса вообще-то с этими людьми очень приятно быть. Now you like them. Сейчас они вам нравятся. So your experience of reality has changed, has it? То есть ваш опыт реальности изменился, да? But the people haven't changed in half an hour. Но люди не изменились за полчаса. Классический пример обычно с девушками. Говорят, в анекдотах, да, The стакан classic one is выпил. with the girls when you drink one and then she's pretty. Yes. Excellent. So your experience of reality changes through the substance intake. То есть ваш опыт реальности, он изменяется от того, что вы что-то приняли. And then you suddenly are in a different mood. И тут вы вдруг начинаете быть в другом настроении. Another example many people can relate to is falling in love. Другой пример, который для многих может быть также актуален, это влюбиться. Let's say you're bored, you're miserable, you're frustrated, you don't like your job. Давайте представим, что вам скучно, плохо, так у вас депрессия, не нравится работа, The city sucks, город вообще ужасный, the cars are dirty. машины грязные. And suddenly you fall in love. И вдруг вы влюбляетесь. And you wake up in the morning with a smile on your face. Вы просыпаетесь с утра с такой улыбкой. Everything is so beautiful. Все такое красивое. You see the dust on the cars as a board where you can make nice graffiti. Грязь на машинах вы видите, как такую доску, на которой вы можете граффити нарисовать. You hated the rain, but now the drops when they come down is inspiration for poetry. Вы ненавидели дождь, но теперь, когда вот капли падают, это такое вдохновение, чтобы написать поэзию. Your boss is bullying you and you are like, problem. Босс на вас наезжает, и вы такие, ну ладно, не проблема. And just because something has
changed inside, your reality looks entirely different, although it's totally the same. И только потому, что что-то изменилось внутри, ваша реальность выглядит совершенно другой. И хотя на самом деле она та же самая. So these are just a couple of examples to give you inspiration to take a look that there is something here inside that allows you to change the experience of reality. И это просто пара примеров для того, чтобы вы поняли, что есть что-то внутри, что позволяет вам изменить опыт реальности, то, как вы ее испытываете, Without any side effects. без каких-либо побочных эффектов. If you use anything external to change your reality, you get dependent on it. Если вы используете что-то внешнее для того, чтобы изменить ваш опыт реальности, то вы начинаете зависеть от этого. So transformation changes your experience of reality. И трансформация, она меняет ваш опыт реальности. And what we are offering to people in our trainings is transformation. И то, что мы предлагаем людям на наших тренингах, это трансформация. And also coaching, and Natalia will tell you a little bit about that after me. И также коучинг. И Наталья расскажет об этом немножко после меня. But if you are clear on that you do not any longer let yourself be a slave to external circumstances, but you want to find within how to change your perception of reality, then you're on the right track. И если вы не хотите больше быть зависимыми от внешних обстоятельств, вы хотите найти внутри то, что позволит вам изменить этот опыт реальности, то вы на правильном пути здесь. Power number 2 of consciousness, Сила номер 2 – сознание. so once you're connected, То есть, когда вы уже соединились, is the power to create. это сила создавать. Consciousness is directly linked to creation. Сознание, оно непосредственно связано с созиданием. Creation is something absolutely awesome. И созидание – это что-то потрясающее. Creation is to bring forth something from nothing. Созидание – это привнести в реальность что-то из ничего. Usually we are always busy with change, which is something from something. Как правило, мы все заняты изменением, то есть что-то из чего-то. Something is wrong, I fix it to make it right. That's change. Что-то не так, я это поправлю, чтобы сделать это правильным. Это изменение. See, in a relationship when there's a problem, И в отношениях, например, когда проблемы. then the two are starting to look at what's the problem. И двое начинают смотреть, в чем же проблема. And either the problem is the other, И проблема либо в другом человеке, or you are the problem, или в вас, or you both are the problem. или вы оба являетесь проблемой. And then you try to change that. И потом вы пытаетесь изменить это. But if you use creation, Но если вы используете созидание, that's an entirely different approach. это абсолютно другой подход. You would not look for what's the problem. Вы не будете искать того, что же стало проблемой. You would ask the question, what is it we would need to create such that we have magic back in our relationship? И вы зададите себе вопрос, что нам нужно создать, чтобы вернулось волшебство в наши отношения. What is it we would need to bring forth such that we experience deep, profound connection again? Что нам нужно создать, чтобы мы снова почувствовали глубокую и истинную связь друг с другом? The power of creation asks always a question, what needs to be created, not what needs to be fixed. И в силе созидания мы всегда задаем вопрос, что нужно создать, а не что нужно исправить. Creative consciousness is not about fixing people. Созидательное сознание – это не о том, чтобы починить, исправить людей. We perceive you as there's nothing wrong about you. Мы смотрим на вас с такой точки зрения, что в вас нет ничего неправильного. We teach creation, Мы учим созиданию. which is what would you need to bring forth Что является тем, что вам нужно создать,
And then for you it's to fill in the blank, whatever you want to create. И для вас это теперь нужно понять, что именно вы хотите создать. This is a 2-hour master-class today. И сегодня у нас как бы 2-часовой мастер-класс. So I'm giving you as much value as I think it's possible at the moment. И я даю вам столько, сколько я вижу возможным. And I can't go into full depth with everything on the subjects. И я не могу как бы совсем в глубину уйти со всем этим, со всеми темами. But I do hope that particular perspectives open up some new possibilities for you. Но я надеюсь, что определенные перспективы, они для вас откроют новые возможности. With the power to create, you would be able to engage a greater intelligence. С силой созидать вы сможете подключиться к более высокому разуму. What partner would you need to attract in order to be fulfilled in your relationship? Какого партнера вам нужно будет привлечь, чтобы чувствовать себя реализованным в ваших отношениях? What job would you need to create in order to be fully self-expressive? Какую работу вам нужно создать, чтобы полностью выразить себя? And if you go that direction, И если вы пойдете в этом направлении, you will see that your mind is going to make suggestions. вы увидите, что ваш ум сразу даст вам предложение. But you need to be connected to consciousness. Но вам нужно быть соединенным с сознанием. Because the mind functions within a box. Потому что ум, он функционирует в таких рамках. You only know what you know, nothing more. Вы знаете только то, что вы знаете, и ничего больше. And you do know what you don't know. И вы знаете также, что вы чего-то не знаете. After spending a couple of weeks in Russia, I do know a lot now what I don't know about the Russian language. Проведя пару недель в России, я сейчас много знаю, чего я не знаю о русском языке. And then there is this massive, wonderful pool called what I don't know that I don't know. И есть еще такая огромная область, которая называется то, что я не знаю, что я этого не знаю. That's where the cheese is. И именно там-то и вся суть. That's where Einstein got relativity from. И именно оттуда Эйнштейн получил свою теорию относительности. The whole consciousness is everything. Целое сознание – это все. So it knows everything. И оно знает все. But the mind doesn't. Но ум не знает. So consciousness knows very well what job for you makes you completely happy. И сознание, оно идеально знает, какая работа сделает вас абсолютно счастливыми, Where you're authentic in your self-expression, где вы будете истинны в своем самовыражении, where you get paid well, где вам хорошо платят, where the colleagues are a creative, empowering pool of people, где коллеги, они будут и креативные, они будут придавать вам сил. but your mind will not be able to get you there. Но ваш ум туда вас не приведет. The whole can lead you because it knows where it is, Целое может привести вас, потому что оно знает, где это. but for this you need to be connected. Но для этого вам нужно быть соединенным. Whatever problem you have, the whole has the wisdom and the possibility to solve it. Какой бы у вас проблемы не было, у целого есть мудрость и возможность это разрешить, By creating that what's missing. создав то, чего вам не хватает, Not fixing. не пытаясь это исправить. Moving on. Power number 3. Двигаемся дальше. Сила номер 3. The power of consciousness allows you to operate your brain holistically. Сила сознания дает вам возможность управлять своим мозгом целостно. You got 100 billion brain and nerve cells in here. У вас есть миллиард нервных клеток. 3 pounds of power in your skull. 1,5 килограмма силы в вашем черепе. It's massive. Это массивно?
But we have never learned to use that power holistically. Но мы никогда не учились использовать эту силу целостно. Sometimes in a crisis, the brain starts to work holistically. Иногда во время кризиса мозг начинает работать целостно. When you're really in a crisis, Когда вы действительно в критической ситуации, like you drive and you see you running into an accident, когда вы, например, ведете машину и увидите, что скоро вы врежетесь еще в аварию, которая там уже есть, your brain decides to work holistically. ваш ум начинает работать целостно, мозг. Your reactions are multifold faster. Ваши реакции в разы быстрее. The brain creates a slow motion time effect. Мозг создает такой эффект замедленного действия. A second feels like minutes. Секунда ощущается, как будто бы это минуты. All is clear so that you can consider what options do you have. Все очень ясно, чтобы вы могли понять, какие у вас есть варианты. We're seeing the movie Limitless. Кто видел фильм, по-моему, «Без предела», Limitless? Область тьмы. Yeah, some of you. Yeah. That's like throwing the pill. Everything becomes clear. Это как такую таблетку принять. Все становится ясно. So in a crisis, our brain is shifting into holistic function. И в кризисе, в критической ситуации наш мозг становится работать целостно начинает. But who wants to have crisis as a way of life? Но кто хочет постоянно жить в критических ситуациях? Consciousness allows you to deliberately put your brain into a holistic function mode when it's needed. Сознание позволяет вам включить свой ум в целостный режим функционирования, когда вам это нужно. Power number 4, Сила номер 4. to manage the law of attraction. Управлять законом притяжения. So the law of attraction does exist. То есть закон притяжения, он существует. You attract outside what is real inside. Вы привлекаете и притягиваете снаружи то, что для вас реально внутри. Problem is, a lot of stuff is real inside, Но проблема в том, что многое из того, что у вас реально, и вы чувствуете это реальным внутри, on a level below your awareness. на уровне как бы под тем, что вы осознаете за пределами The subconscious. это подсознание. And that's why people attract bad stuff. И именно из-за этого люди привлекают в свою жизнь плохие вещи. Because the law of attraction is impersonal, it doesn't judge. Потому что закон притяжения, он как бы не персонален, он не осуждает. But if you in your subconsciousness believe that you don't deserve to be happy, Но если вы подсознательно верите, что вы не заслуживаете быть счастливым, that you're a bad person, you don't deserve wealth, что вы плохой человек, вы не заслуживаете богатства, there are so many negative beliefs down there, есть очень-очень много таких негативных убеждений, that they are attracting the stuff that you don't want in your life. и они к вам притягивают те вещи, которые вы не хотите иметь в своей жизни. Wrong people, abusive people, losses, bad health, all kind of stuff. Неправильные люди, какое-то агрессивное поведение, плохое здоровье, все что угодно. I invite you to consider that there is not there's not a given fate that is bad. И я предлагаю вам рассмотреть возможность, что нет такого, что вам досталась такая плохая судьба. I invite you to consider the idea not to buy into that notion of bad luck. И я предлагаю вам рассмотреть возможность не верить в то, что вот называется плохая удача, неудача. I invite you to consider that everything you attract outside has something to do what's real inside. Я предлагаю вам рассмотреть возможность, что все, что вы привлекаете в внешнем мире, для вас реально внутри. And just imagine if it would be possible for you to decrease attracting bad stuff and increase attracting good stuff. И просто представьте себе, что для вас стало бы возможным уменьшить то, что вы привлекаете плохие вещи в свою жизнь, и увеличить хорошие
that's then when the miracles start. И именно тут начинаются чудеса. Possible? Absolutely. Возможно, абсолютно. Only for special people? Только для каких-то особенных людей? No, Нет. for everyone. Для всех. But you need to get down into the subconscious, make the stuff that is negative down there, disempower it, connect to consciousness, and then you attract the good stuff. И вам нужно соединиться с подсознанием, посмотреть, какие там негативные установки есть, перестать придавать им сил и соединиться с сознанием, где все находится хорошее для вас. And the last power I want to touch on tonight about the powers of consciousness И последняя сила сознания, о которой я хочу поговорить сегодня, is the power to take ownership. это сила переместиться в позицию владения. What does that mean? Что это имеется в виду? Either appetite has you or you have appetite. Либо аппетит владеет вами, либо вы владеете аппетитом. So if you take ownership over appetite, То есть, если вы начнете владеть своим аппетитом, that means now you have appetite. это означает теперь, что у вас есть аппетит, вы им владеете. But before appetite had you. Но до этого аппетит владел вами. And when appetite had you, you ate at the wrong times. И когда аппетит владел вами, вы ели, когда не нужно, You ate more than was good for your health. ели больше, чем нужно для вашего здоровья, You ate the wrong foods also ели неправильную для вас еду, because appetite dictated what you do. потому что аппетит вам диктовал, что вы делаете. And absolutely nothing wrong with appetite И ничего нет плохого в аппетите, because it gives you the possibility to experience pleasure with food intake. потому что он дает вам возможность ощутить удовольствие от того, что вы принимаете еду. So if you could shift the relationship, so you're not going to fix appetite, you just shift the relationship so that you have appetite, not appetite has you. И если вы могли бы просто изменить отношение из того, что аппетит владеет вами, на то, что вы будете владеть аппетитом, Then when you have appetite, that means you can make the right decisions, whether it's contributing to your health right now, to eat. и тогда, когда вы владеете аппетитом, вы сможете принять правильные решения. Будет ли это правильным для вашего здоровья есть сейчас, когда аппетит говорит, что When it's the right time to stop, когда правильный момент, чтобы остановиться, and so on and so forth. и так далее и тому подобное. You are back in power Вы снова вернулись в позицию силы, without discipline, без какой-то самодисциплины without, лишней, without resistance. без сопротивления. Does boredom have you, or do you have boredom? Владеет ли скука вами, или вы владеете скукой? See, if you bored, Ну, если вам скучно, then it's you are boring. тогда это вы скучны. You get it? Понимаете? If you are bored, then it's you who is boring. И если вам скучно, то это именно вы, кто является скучным. By principle, nothing is boring. Вообще, в принципе, ничто не может быть скучным. It's you who can't find inspiration in whatever you think is boring. И это вы не можете найти вдохновение в том, что вы считаете скучным. So again, when you have boredom, you can find inspiration, motivation by your command. И когда вы владеете своей скукой, вы можете найти вдохновение и мотивацию по вашему решению. But when boredom has you, Но когда скука владеет вами, you quit, вы сдаетесь, you do not contribute any longer a lot, вы больше не вносите большого вклада, you go flat in your emotional body, вы не чувствуете своих and эмоций so forth. и так далее и тому подобное. And certainly the example of fear. И определенно есть пример со страхом. Does fear have you or do you have fear? Владеет ли страх вами, или вы владеете страхом? See, when fear has you, И когда страх владеет вами, then you often do not take advantage of opportunities. тогда вы очень часто не можете воспользоваться хорошими возможностями. You not authentically self-express.
вы не позволяете себе истинного самовыражения. You're not saying no when you mean no, no, you say yes in order to avoid not to be rejected. Вы не говорите «нет», когда на самом деле хотели бы вы сказать «нет». Вы говорите «да», только чтобы вас не отвергли. If you have an inspiration and this is a risk, tomorrow you're gonna propose your idea to a powerful person who could really help you to grow your business. Если у вас есть такое вдохновение, и это очень большой риск, завтра вы могли бы представить свою идею очень сильному человеку, который мог бы вам помочь. So you prepare everything and you're gonna decide, you walk into the office and you're gonna inspire them to support you. И вы все подготовили, и вы решаете, что вы завтра войдете в их офис и вдохновите их, чтобы они поддержали вас. And in the morning, just as about you are ringing, Утром, когда вы уже практически поднесли палец к звонку, fear says, wait a minute, страх говорит, подожди минутку. what if you're not really prepared? Что если ты недостаточно подготовился? What if they laugh at you? Что если над тобой будут смеяться? What if they are offended because you didn't make an appointment? Что если они будут оскорблены, потому что вы не сделали назначение на встречу? Maybe you should rework your preparation a little bit, Может быть, нужно еще немножко поработать над тем, что вы готовили, and then make an orderly appointment. и тогда сделать настоящую, назначить встречу. And your mind says, yeah, И он говорит, да, that's probably better. это, наверное, лучше. And then you walk away. И вы уходите. When you watch movies Но and страх еще и защитную функцию играет. Есть еще другая сторона. The fear has also like a function of protection. There is the other side to it. yes, it has, and you would need to have the power to use fear, not let fear use you. Да. И вам нужно будет иметь силу, чтобы вы могли использовать страх, когда он полезен, но не позволять страху использовать вас. So fear is a signal, То есть okay, страх — это сигнал, yeah, but you should be able the power to make a decision. Do you act on it or not? и у вас должна быть сила принять решение. Вы действуете в соответствии с этим или нет? Like when you do a bungee jump, Так же, как вы прыгаете с тарзана. you stand there, Вы стоите, you shit in your pants, вам тут наложили уже штаны, you have fear, у вас есть страх, but you take your fear under your arm. но вы его под мышку You say, берете. okay, fear, Очень хорошо, страх. you and I are gonna jump now. Ты и я сейчас спрыгнем. Yeah? That's what I mean. Я это имею. Да, я понял. Спасибо. Okay, so these were 5 examples of the powers of consciousness. И это были 5 примеров силы сознания.